вперед! Давай, быстрей! Быстрей! Давай, родимый. Давай. Степан! Давай. Слышь, Степан! А? Там за развилкой у старой церкви изба была. Давай заедем погреться, а то мороз лютый. Да и коня накормим, а? Да мы на поезд-то еле поспеваем. Шевелись, ну. Давай. Я знаю. Я все знаю. Поди ложись. Да что ты знаешь? А то знаю, что все это твои дела, чертиха. Твои дела, чтоб ты пропала. Метель это все ты наделала. Ох, ведьма. Ведьмы и есть. Я давно уж за тобой замечаю. С тех пор, как поженился. Первый же день приметил, что в тебе сучья кровь. В прошлом годе под пророка Даниила и 3 отроков была метель. И что ж, мастер греться заехал. Потом урядника принесло. Всю ночь тут с тобой проклятый калякал. А как наутро вышел, под глазами круги, и все щеки втянуло. Ведьма. Ведьма и есть. Спасовку. 2 раза гроза была, и в оба разы охотник ночевать приходил. А в эту зиму под Рождество писарь предводителя сбился с дороги, и к нам собака попал. Стоило из-за его божью погоду мутить. Добро бы красавец был, а то вся рожа в угрях и шея кривая. Тьфу, сатана, прости Господи. Вот дурень. Что ж, по твоему дурацкому уму я не Настя дело. Да и глупый же ты, Савелий. Пока папенька живы были и здесь жили, много разного народу приходило к ним от трясучки лечиться. Поди каждый день ходили, и никто их бесами не обзывал. Бесишься, глупый.
Чего это ты? Ничего. Кажется, едет кто-то, слышишь? Это почта. Почта. Почту кружит. Ишь ты, почту кружит. Еще метель только начиналась, а я уж все твои мысли наперед знал. Наведмачила паучиха. Тьфу ты, да перекрестись ты, дурень. Пойду. Дров наберу, а то не хватит. Ну, вот куда ходила? Зазывала? Чую, зазывала. Да что ж ты пристал ко мне, окаянный? Что ж ты пристал ко мне, смола? А то пристал. А то пристал, что ежели нынче ночью, вот, не дай бог, случится чего. Ты слушай, слушай. Ежели что случится, то я завтра же чуть свет пойду в Дядьково к отцу Никодиму и все объясню. Так и так скажу, и извините великодушно, но она ведьма. Стой, стой! Приехали! Почему? Изволите знать, почему? Так и так. И горе тебе, баба. Не только на страшном судилище, но и в земной жизни наказана будешь. Да будет тебе, ложись спать уже. Ради бога, пустите погреться! Сделайте милость! С дороги сбились. И тюки вносить. Ну не там же оставлять. Ой. Коли б не ваш огонь, даже не знаю, что бы и было. И чума его знает, когда все это кончится. Да, лютая нынче зима. Слышь, Степан, а ты ехать не хотел. Может, чай с дороги покушаете? Да куда тут чаи-то распевать? Сейчас вот скорее надо греться, да дальше ехать. А то к почтовому поезду опоздаем. Только вы сделайте милость, дорогу нам покажите. Да, наказал Бог погодой. А вы, собственно, кто будете? Мы? Мы же тутошние, при церкви. Мы из духовного звания. Вон мой муж лежит. Савелий, встань же, иди поздоровайся. А я помню, бывал у вас, старик с тобой жил. Тут прежде в дичках мой папенька были. Тут прежде приход был, а года полтора назад его упразднили. Ну, конечно, когда господа тут были, то и стоило приход держать. А теперь сами посудите, чему духовенству-то жить?
Ну и как вы тут живете? При церкви есть сенокосы, огороды. Только нам от этого мало приходится. Дядькинский отец Никодим, заведущий глаза, служит тут на Николу Летнего да на Николу Зимнего. И за это, почитай, все себе берет. Заступиться-то и некому. Врешь! Отец Никодим — святая душа, светильник церкви. А ежели берет, то по уставу. Какой он у тебя сердитый. Давно замужем-то? С прощенного воскресенья 4-й год пошел. А как пришло папеньке время помирать, так они, чтоб за мной место закрепить, отправились в консисторию, чтобы мне оттуда какого-нибудь неженатого дичка в женихи прислали. Я и вышла. Значит, ты одной хлопушкой 2 мух убил. И место получил, и жену взял. Собачья жизнь. Ну, чего воззрилась? А тебе что, лежи. Так вот. Зачем это ты? А чтобы огонь ему в глаза не бил. А ты огонь совсем закрой. Но не хитрость ли бесовская? Вот есть ли какая тварь хитрее бабьего роду? Тьфу! Сатана длиннопол. Погоди же. Да, дело у них казенное, мы ж будем отвечать, зачем их тут держали. Коль везешь почту, так вези, а спать нечего. Эй, ямщик! Как там тебя? Проводить вас, что ли? Вставай, вставай! Вставай, нечего с почтой спать! Может, как словно приедет. Глядишь, не ровен час и за поезд. Наше счастье опоздает. Ваше благородие. Ваше благородие. Ежели ехать, так ехать. А ежели не ехать, так и того. Спать не годится. Ну помоги, что ли? Сейчас! 5 минут. Что ты говоришь? Куда в такую погоду-то ехать? Спали бы себе, да спали на доброе здоровье. На то она и почта, чтобы во благовремени поспевать. Давай, ваше благородие, коль везешь почту, так вези, а спать нечего. Я покажу дорогу.
Чаю бы попили. Да я бы ничего, да вот они собрались. Все равно ведь опоздали. А вы останьтесь. Какая у тебя шея. Горя Господи, благослови. Все! Хватит уже! Ну что ты встал как телепень? Поехали! Да едем, едем. Ну, поехали, родной. Посоветуй мне, мати, посоветуй мне, мати. Левее, давай, родной, левее. А не то там мне жить, а не то там мне жить, а не то там мне жить. Ай, снег-то, Господи. Намело. Ой, Господи, Богородица, Матушка, заступница, помилуй нас. Намело-то, сугробище. О, Господи. Ой, помилуй нас. Зря старалась, ворожила. Уехали гости твои. Господи, помилуй. Господи.
Вот я объясню отцу Никодиму, какая ты жена. Будет с тебя и место. А жену себе в лесу поищи. Какая тебе жена? Навязался на мою голову телебень. Лишь Бога прости, Господи. Коли б не ты, я бы теперь мужа любила. Не смело тебя снегом. Не замерз ты там на большой дороге. Ирод. Отсюда.